Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят и что ждать сегодня на вечерней сессии. Так, ну давайте начнем с Соединенных Штатов. Там продолжаются бадания в части согласования пакета стимулирующих мер. На самом деле, я думаю, вот эта мыльная опера, она будет длиться, ну, как минимум, до того момента, пока выборщики не огласят свое решение по президенту США. Это будет на следующей неделе. Я не думаю, что процесс здесь затянется до инаугурации. Скорее всего, в следующей неделе она подведет черту под тем, что будут достигнуты соглашения в части предоставления стимулирующих мер. Как только появится ясность, внезапно окажется, что все противоречия и недоговоренности, мы хотим такие суммы, мы хотим такие пособия, они будут сняты, и, соответственно, здесь все пойдет более или менее ровно. То есть, либо будет по рынкам отскок на фоне этого, либо, если никаких новых позитивных новостей по вакцинам не появится, то вполне как бы на фоне достижения новости мы можем увидеть ощутимый коррекционный откат. Так, но пока в Соединенных Штатах воюют реднеки и глубинные государства, тихим сапом в Европе договаривается Польша с Венгрией и, по сути, размораживается, ну или выпускается, согласовывается стимулирующий пакет на 2,2 триллиона евро по Евросоюзу. Но тут абсолютно точно, что это позитив для экономики еврозоны. Вот. Для евро здесь влияние достаточно сложное будет на евро, потому что, с одной стороны, каждая валюта, она определяется интересом к экономике, ее силы. С другой стороны, это скорость работы печатного станка. Вот. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, как это может отразиться на евро. Так, ну вот Канада пытается не отстать от своих англосаксонских друзей, тоже начинает впрыскивать вакцину. Так, ну и переходя к календарю событий, что у нас здесь получается? По Соединенным Штатам позитивные данные вышли по рынку труда, но вот запасы сырой нефти очень большие. То есть нефти необычайно большое количество на фоне роста цены добыли. Судя по всему, происходит затоваривание, и это затоваривание, оно может сыграть очень негативный эффект с ценами на нефть. Так, ну давайте российскую новостную повестку посмотрим. Ну, в Китае все хорошо. Китай — это наш восточный сосед, на котором сейчас много что завязано. Конечно, хотелось бы больше сотрудничества с Западом, а не с Китаем. Но, тем не менее, все идет к тому, что основной поток углеводородов, газа и нефти, он будет в ближайшие годы ориентирован на Китай. Так, ну вот касательно роста цен на продовольствие. Ну, смотрите, здесь, к сожалению, это неизбежная реальность на текущий момент. Почему? Потому что, во-первых, в этом году был плохой урожай во многих странах. Выросли цены на пшеницу, на масленичные культуры, семечку и другие. И если сравнивать цены, допустим, с августом текущего года, то получается, что по пшенице сейчас рост цены 10-15%, по подсолнечному маслу и подсолнечнику, соответственно, там 40-50%. Если растет сырье, то, соответственно, растет и конечный продукт. Плюс, как ни крути, но логистические цепочки, они пострадали и продолжают нарушаться из-за эпидемии, и поэтому здесь рост цен неизбежен. Другой вопрос заключается в том, что, например, в Америке там просто продукты питания выдают тем, кому не нужны, и даже тем, кому они не нужны. Так, ну и вот то, что касается анализа ЦБ по поводу просадки экономики в четвертом квартале, что она не такая существенная, как во втором, когда, в общем-то, появился коронавирус, и мы все столкнулись с его негативными последствиями. Но смотрите, здесь как бы уже, что называется, отпадали во втором квартале, и сейчас как бы особых уже возможностей для падения нету. То есть, если сейчас продолжение падения, оно уже просто будет сводиться в штопор и к закапыванию в илистое дно. И поэтому, конечно, несмотря на то, что значительно больший рост случаев заболеваний коронавирусом, такого падения, как во втором квартале, нету. Потому что уже отпадали, и тут уже как бы, если падение будет такими темпами, как во втором квартале, то это уже будет что-то очень-очень страшное. И поэтому на самом деле вот это утверждение, что мы падаем не так сильно, как это было во втором квартале, оно как бы ни капли оптимизма не прибавляет, оно указывает на то, что уже как бы ситуация, она, ну, не очень позитивная.
Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Это DAX, немецкий фондовый индекс, поскольку в Европе достаточно позитивные процессы происходят в части, во-первых, восстановления немецкой экономики, потом согласования стимулирующих мер, то, соответственно, мы видим, что DAX начинает двигаться постепенно к верхней границе. Главное, чтобы коррекционный откат, который может здесь возникнуть, не привел к пробитию 13100. Потому что если это произойдет, то скорее всего вот это все движение, оно превратится в очень сильный коррекционный откат. Но на текущий момент здесь все достаточно позитивно. И даже если мы завтра вернемся вот сюда, вот в эту область, в случае, если не будет пробит ключевой уровень, то по факту набора позиций отсюда разовьется повторная попытка движения наверх и тестирования вот этой верхней границы. Далее индекс VIX, индекс страха и волатильности, тоже дневной таймфрейм. Но вот здесь на самом деле негативный сигнал, потому что, судя по всему, пробития диапазона 20-19,5 его не будет. И здесь начинается рисование разворотной формации. В том случае, если разовьется отскок и будет пробито 23,5-24, мы можем увидеть очень быстрое энергичное движение наверх. И если такое произойдет, то по рынкам начнется массовый коррекционный откат. Но вот нестыковочка, китайцы ставят рекорд по покупке Tesla, а китайский индекс-то сыпаться начал. Но я думаю, здесь это связано с тем, что вышли данные, которые свидетельствуют о том, что дефляция. Это один из факторов. Не значит, что он ключевой, но в целом с макроэкономической точки зрения это как раз то, что ограничивает и ограничит в будущем экономический рост, если этот вопрос не будет снят с повестки. Потому что для всех стран, у которых экономика построена на производстве прибавочной стоимости, а Китай, как известно, это мировая фабрика, если нету инфляции небольшой, то, соответственно, экономический рост он начинает очень сильно затухать. Так, американский индекс уходит сегодня в коррекционный откат, но он переписал исторический хай, поэтому здесь ничего страшного нету. Страшное начнется, если будет пробито 3650. Вот пробой этого значения будет говорить о том, что в штопор ситуация впадает и начинается достаточно сильная просадка. Так, друзья, далее нефть, дневной таймфрейм, Brent. Ну, несмотря на то, что вышли большие запасы в Соединенных Штатах, которые говорят о том, что затоваривание имеет место быть, все, цена как бы наверх пошла по факту коррекционного отката из-за больших запасов. Мало того, вышли негативные данные, и все равно как бы движение 48,4, 48,3 не пробило. Для цен на нефть это достаточно позитивный момент. Говорит о том, что скорее всего мы сегодня закроемся в плюсе, пойдем тестировать 49,7 либо сегодня, либо завтра с утра. Ну и этот сценарий отменится в том случае, если все-таки пойдет коррекционный откат и будет пробитие 48,3. Вот сейчас 48,3 это, скажем так, волшебная линия, пробитие которой приведет к тому, что мы уйдем на 47,5 и потом, скорее всего, на 47. Так, далее золото. Его сегодня отлили, к сожалению. Вот. Но с другой стороны, пока здесь не пробито 1830, это часовой таймфрейм, наиболее вероятно, что все эти откаты их будут выкупать, и после этого рост будет продолжаться. На текущий момент, с моей точки зрения, либо сейчас продолжится движение вниз на 1839,5. Если здесь будет пробой, то мы отсюда, скорее всего, сразу идем на 1830. Если пробоя не будет, то мы отсюда получим отбой, и цель этого отбоя будет для начала движения на 1853, вот сюда вот. Или же в том случае, если сейчас пойдет движение вверх и мы получим пробой 1847, то в этой ситуации тоже высока вероятность того, что это движение приведет на 1853-1854. Так, друзья, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм. Ну, у нас здесь на текущий момент сейчас получается разворотная формация. Цель движения 74,1 ближайшая. Но здесь что произошло? Во-первых, волатильность на мировых рынках начала расти. Нефть пока все нормально, держится на нужных значениях. Размещение УФЗ произошло. Вполне естественно, после этого рубль немножко ослабить.
Ну и начинает муссироваться тема с санкциями. Так, но если переходить к часовому таймфрейму, то здесь, я думаю, наиболее вероятно мы вот сегодня будем закрываться в диапазоне 74,1, 73,65. Вот здесь вот, если идет дальнейшее движение вверх и пробой 74,1, то здесь отсюда цель движения будет на 74,5. Ключевой момент на сегодня это взаимодействие с этим уровнем 74,09, но 74,1. Если его пробитие не происходит, то отсюда идет коррекционный откат, и движение будет в диапазоне 73,62, 73,94. Вот здесь вот. Ну, на сегодня, я думаю, история с укреплением рублем, она маловероятна, если только нефть сегодня не улетит на 50 с плюсом. Я думаю, это не произойдет, вероятность очень маленькая. Поэтому наиболее вероятный сценарий это вот движение в этом диапазоне. Сейчас, наверное, будет тестирование, потом откат. Вот. Ну, пробой и ключевые события, скорее всего, будут уже завтра с утра происходить. Посмотрим, что еще будет с Китаем, с нефтью, и тогда уже определимся. А сейчас вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну, смотрите, здесь все больше и больше признаков того, что он здесь развернулся. Вот. Но опять же, пока не преодолена демаркационная линия, вот она 91,3, 91,5. Вот это все, оно в любой момент может привести к дальнейшему снижению индекса доллара и укреплению валют против доллара. Вот. Предоставление помощи Евросоюзом там в районе 2 триллионов евро, то, что там сняли блокировку, это обоюдоострый меч. С одной стороны, как бы для экономики это хорошо, с другой стороны, евро может раскиснуть от такого количества денег. Ну и вот мы с вами видим, идет движение вниз, евро-доллар. Здесь либо сейчас будет разворот и отскок, или будет движение, цель которого будет 1,2037. Вот здесь вот либо может быть двойное донышко отработать и пойдет отскок, цель движения будет 1,2110. Вот, если сейчас это движение приведет к пробою 1,2035, то здесь уже следующая остановка будет находиться в районе 1,1953 или 1,1942, скорее даже вот так. Поэтому здесь разворот от текущего значения до значения 1,2037. Если здесь консолидации и разворота не возникает, то мы идем сюда вот. Так, далее фьючерс РТС. Здесь у нас вот 136 грядет на подходе. Соответственно, либо сейчас будет пробой 135 800, и мы тогда уходим сразу на 134 850, вот сюда вот. Вот. Если здесь мы консолидируемся, не пробиваем, то отсюда у нас возникает коррекционный отскок, и цель его, вот эта верхняя граница, 138 тысяч. Если переходить на 15-минутный таймфрейм, то здесь, я думаю, больше вероятность того, что либо от текущего значения, либо от 100-136 произойдет коррекционный отскок. И цель этого отскока будет движение вот сюда, вот на 137 500. Если все-таки это не произойдет, то пробитие диапазона уведет к той цели, которую мы с вами смотрели на более длинном таймфрейме. Все, друзья, основные инструменты. Спасибо за внимание.